Привет всем! Данное видео будет о доработке моего впуска. Хочу сделать из псевдохолодного действительно холодный впуск, для чего собираюсь изготовить корпус фильтра и вывести забор воздуха в холодную область подкапотного пространства. В данный момент фильтр берет воздух прямо из-под вентилятора радиатора, то есть когда мотор нагревается, горячий воздух нагнетается под фильтр. Это, по-моему, неправильно. Хотелось бы выяснить, насколько это неправильно, какая разница температур, и сравнить вариант с корпусом и без. Все, погнали. Вот что у меня предварительно получилось. Значит, крепление 1, 2, 3. Спереди еще приварится такая панель. Работы тут еще полно.
Остался небольшой вопрос со сливом воды, которая может попасть сюда при дожде либо езде по лужам. Для решения данного вопроса налью немного воды сюда. Теперь можно найти самую нижнюю точку для сливного отверстия. Просверлил отверстие на 10 мм в нижней точке. Конечно, от волны это не спасет, но вода застаиваться не будет. Блок управления двигателем теперь стоит на боковой стенке корпуса фильтра, радиатором вовнутрь для охлаждения. Забор воздуха спереди, чуть выше телевизора. Осталось выяснить, насколько этот корпус позволил снизить температуру воздуха на впуске в двигатель. Эксперимент номер 1. Вариант без корпуса на холостом ходу двигателя. Вот 3 датчика вывел через ELM-ку. Температура на впуске, температура окружающего воздуха и температура охлаждающей жидкости. Посмотрим, какая температура под капотом на впуске. Воткнул датчик прямо в фильтр. Смотрю, какая температура воздуха на впуске. Вот, показывает 43,2. И это при открытом капоте. Поставил корпус. Вон, также воткнул датчик в фильтр. Ну, там еще все горячее. Короче, вторая часть эксперимента. Вариант с корпусом фильтра. Те же 3 датчика. Температура датчика, установленного в фильтре.